Всем привет! Сегодня я хочу показать, как быстро и просто отобразить систему частиц в Canvas в Unity. Это может быть полезно, если вы хотите добавить больше красивых эффектов в ваш пользовательский интерфейс. При этом при их отрисовке будет корректно учитываться их положение в иерархии Canvas, а также используемые маски. Для этого создадим скрипт UI Particle System, который будет наследоваться от класса Maskable Graphic. Класс Maskable Graphic является наследником класса Graphic, который в свою очередь является базовым классом для всех компонентов пользовательского интерфейса в Unity, которые отображаются в Canvas. Мы используем класс Maskable Graphic, потому что он добавляет поддержку масок к базовой функциональности класса Graphic. В нашем скрипте мы переопределим метод onPopulateMesh и используем его для отрисовки меша с частицами, полученного с помощью метода BakeMesh компонента Particle System Renderer. Для отрисовки будем использовать метод с параметром Mesh, а не Vertex Helper, так как от компонента Particle System Renderer мы получим сразу готовый Mesh. Добавим поле типа Particle System Renderer, а также поле для камеры, которое используется методом BakeMesh для определения направления, в котором смотрят частицы. Добавим вызов метода BakeMesh со следующими параметрами: Mesh, в который будет сохранен снимок системы частиц, и камера. Перед вызовом метода BakeMesh добавим очистку параметра Mesh. Также можно добавить проверку на null камеры и рендерера частиц, чтобы избежать ошибок, так как скрипт исполняется и в редакторе. Также нужно убедиться, что наш компонент обновляет Mesh каждый кадр. Для этого мы должны вызвать метод setVertexesDirty в методе update. Переходим на сцену, добавляем новую камеру и отключаем ее. Настраивать ее не потребуется, главное, чтобы она была направлена в сторону нашего канваса. Можно использовать одну камеру для нескольких систем частиц. Теперь к системам частиц обязательно добавляем компонент Canvas Renderer, а затем наш скрипт UI Particle System. После этого указываем все необходимые ссылки в компоненте UI Particle System и отключаем рендерер у системы частиц. Пока что частицы будут отрисовываться со стандартной текстурой. Для того, чтобы это исправить, возвращаемся в скрипт UI Particle System. Добавим поле типа Texture. Переопределение свойства MainTexture позволяет нам задать указанную текстуру для отрисовки частиц. После этого возвращаемся на сцену и указываем текстуры. При настройке системы частиц в окне Game лучше установить такое же разрешение, как у Canvas. Это обеспечит соответствие масштаба вспомогательных элементов Gizmo и Canvas, что упростит настройку системы частиц. Сами же частицы будут корректно отображаться вне зависимости от разрешения экрана. Также в настройках рендерер системы частиц может потребоваться увеличить значение параметра Max Particle Size, если используется большое разрешение у Canvas. Иногда при определенных параметрах системы частиц метод BakeMesh может не сохранить снимок. Например, в моем случае в разделе Shape это был параметр Randomize Direction, если его значение было равно нулю. Вот и все. Это минимум, который необходим для отрисовки системы частиц в Canvas. Увидимся в следующем видео. Подписывайтесь. Пока-пока.